Всем привет! Итак, не откладывая дело в долгий ящик, давайте определим три основных цвета, с которыми я буду работать и с которых я буду что-то делать. Я буду использовать вот такое приложение, которое определяет рандомно цвета. Итак, поехали. И первый цвет у нас будет вот такой, почти черный. К черному, я его заскриню. Вот к черному цвету, почти черный, это как раз то. Хотя, может быть, будет и белый цвет. Посмотрим. Так, закрываю следующий цвет. Такой темновато-пурпурный. Заскринила. Черный нормально пока. Так, и третий цвет у нас будет. Ну, в принципе, нормально. Так, светло-зеленый. Так, ну, основные цвета мы определили. Теперь определим, какой в дополнении будет, черный или белый. Так, запускаем. Так, черный. Черный к почти черному идеально. Прям ну что-нибудь придумаем. В принципе, сочетание не такое уж и плохое. Поработаем. И начну я с создания двух гроздей из бусинок. Делать их очень просто. Каждая бусинка насаживается на проволоку и скручивается. Светло-зеленая бусинка насаживается на серебристую проволоку, черная, соответственно, на черную. Для облегчения задачи основу можно прихватить плоскогубцами и вот так скручивать. Таких элементов для каждой грозди мне требуется 6 черных бусинок и одна, собственно, зеленая. Это для каждой отдельной грозди. Далее полученные элементы мы скручиваем между собой. То есть, в принципе, мы собираем такой букетик и его просто скручиваем. Ничего сложного. В дальнейшем расправляем. Ну, собственно, здесь никакой схемы нет. Просто так, чтобы выглядело довольно симпатично. Излишки на концах можно обрезать ножницами или плоскогубцами. Следующий элемент – это цветы каллы. Для этого почти черный, собственно, цвет мы разрезаем на 7 частей. В данном случае у меня будет 7 калл. И скручиваем, вернее, сворачиваем в шарики все элементы. Затем каждому шарику мы придаем форму капли и расплющиваем. В дальнейшем прокатываем, ну вот здесь вот я стеком прокатываю, чтобы получился тонкий лепесток, заостряю его к вершинке при помощи лезвия, вот, и получается вот такой вот лепесток. В данном случае я делаю стилизованные цветы, поэтому здесь сильно заморачиваться по реалистичности не стоит. Итак, получив вот такой лепесток, на вайнере вот с такой текстурой я задам ему, собственно, текстуру. Поэтому, смочив вайнер, я прижимаю эту заготовку лепестка и получаю вот такую вот штучку, которую сворачиваю в трубочку у основания. По бокам я задаю стеком немножко такую волну и сворачиваю по оси цветок, чтобы он был похож больше на каллу. Итак, получила все элементы, все 7 цветов. И теперь я слегка затонирую, в данном случае я буду использовать вот такие цвета, затонирую фиолетовым. То есть самые-самые краешки цветов по контурам я вот так вот прохожу тенями, можно пастель использовать, вот все, что вам удобно. Следующий элемент у нас будут сами цветы. Значит, у меня 2 цветка сплошного цвета и еще один цветок, где будут добавляться зеленые лепестки. Поэтому я глину фиолетового и зеленого цвета нарезаю вот таким вот образом. Вот скатываю в шарики, каждый шарик придавливаю и в дальнейшем расплющиваю. В данном случае при помощи шарикового стека, можно пальцем, чем угодно, чем вам удобно. Короче говоря, мы расплющиваем в тоненькие такие блинчики.
Я их снимаю со стола, и теперь при помощи вайнера вот такого тоже задам текстуру лепесткам, чтобы они не были сплошные. Ну, здесь все очень просто. Я к смоченному вайнеру прижимаю, собственно, заготовку и получаю вот такой вот лепесток. Вот. То же самое я проделываю с зелеными лепестками, где у меня будут там 4 лепестка. Вот, то есть все очень просто. Вот такие лепестки я получаю в итоге. Так, следующее. Я катаю серединку из зеленого цвета и начинаю собирать цветок. В данном случае я показываю на примере сборного цветка из 2 цветов. То же самое, та же самая схема идет и к сплошным цветам. Значит, мы просто собираем лепестки, как это обычно делаем во всех цветах. Вот, и у основания вот так прижимая, мы не только отделяем излишек глины, но и позволяем лепесткам как бы расцветать, вот распускаться. То есть этот эффект нам необходим, распущенные цветы. Вот в данном случае у конкретно этого цветка я еще тонирую зеленые лепестки, слегка краешки тонирую фиолетовым, а фиолетовые зеленым. Здесь я стилизую цветы морозника. Вот есть такой морозник, очень интересный. То есть это единственный цветок, который вот так выглядит, скажем. И, значит, еще один элемент у нас листья. Раскатав зеленую глину, я разрезаю на 3 части, большая, средняя и маленькая. У меня будут такие листочки. Также придаю форму капли и также расплющиваю. При помощи зубочистки я как бы обозначаю такую сердцевидную форму. Задав форму листу, я придаю ему текстуру вот на таком вайнере. Здесь все очень просто. Закладываю, прижимаю, получаю форму. Если у вас такого вайнера нет, вот здесь подсказка, что можно использовать вместо него. И таким образом я поступаю со всеми 3 листиками, вот так вот скручиваю их. Так, значит, и последний элемент, это не совсем элемент, нам необходима база, чтобы заложить в основу для кабошона. Я раскатываю уже черную глину, не почти черную, а черную, в пласт 5 мм, и вырезаю из нее вот эту вот самую базу, кружочек вот этот. То есть можно вот так приложить и, собственно, вырезать по контуру. Вот. Либо есть другие альтернативные варианты, такие как, например, я использую насадку для крема, основу, она очень хорошо совпадает с основой для кабошона. Вот. Но вы можете, в общем, изгаляться кто как хочет, то есть здесь не сложно, здесь нам надо просто вырезать вот этот вот кусочек глины. Прежде всего для закрепления вообще конструкции я использую термоклей. Хоть, в общем-то, глина и хорошо соединяется при запекании с металлом, но все-таки лучше упрочнить. И начинаю закладывать листочки. Начинаю с самого большого. Я его закладываю вот здесь вот на схеме, я показываю, где, значит, рядом закладываю средний и наверху самый маленький листочек. Вот, хорошо соединяю с глиной и между средним и маленьким прокладываю цветок калы. Здесь я еще сделала небольшой цветок сиреневого цвета, чтобы поднять вот нижний в дальнейшем, нижний цветок. Вот, и 2 цветка калы уже заложила, как вы видите, то есть и пошел у меня наверх сначала сборный цветок. То есть вот из 2 цветов непосредственно. Вот так вот он выглядит сзади. Все обязательно соединяем тщательно с основой. И пошла первая гроздь из бусинок. Значит, обязательно используйте стеклянные бусины. Не используйте пластиковые, они при запекании могут деформироваться. Итак, рядом идет 2 цветок, между ними цветок калы. Старайтесь не оставлять промежутков пустых, либо если они у вас останутся, то есть заполняйте их маленькими цветами или еще чем-нибудь там бусинами. Так, и 3 цветок у нас практически идет в середине. То есть у нас получается розетка из 3 цветов. Так, вот у нас сейчас как раз идет наверх 2 гроздь бусинок. Вот, хорошо соединяют цветы. И получается у нас такая розетка, туго набитая цветами. Значит, между фиолетовыми цветами я располагаю 3 цветка калы.
То есть они идут диагонально, лучеобразно, скажем так, из центра в 3 стороны. Вот так. Значит, и между ними я потом еще закреплю 3 бусинки. То есть я сначала не планировала, но потом решила все-таки закрепить. Но это потом дойдем. А здесь внизу я еще решила добавить 1 цветок калы. В общем, смотрите по ситуации, как вам удобнее, как будет красиво именно в вашем случае. У меня получился вот такой. И полученную заготовку мы отправляем на полное запекание. Ну, короче говоря, вот такая штучка у меня получилась. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился. И до следующего выпуска, где мы будем определять новые цвета. А пока что на этом все. И всем пока!